Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня хочу вам показать еще один вариант пошива тюрбана. Также все предыдущие варианты тюрбанов можете также посмотреть на канале. Ссылки на них я оставлю внизу под видео. И выбрать для себя вариант, который вам больше нравится. Также такой тюрбан можно сшить вручную, без швейной машины. Для пошива тюрбана я буду использовать трикотажную ткань, которая хорошо тянется. Также такой тюрбан можно сшить на осень и носить его вместо шапки. И сначала необходимо снять мерки головы, померять окружность головы и от затылка до лба. Это будет глубина шапки. Если ткань у вас тоже хорошо тянется, то от окружности головы можно отнять 1-2 см. И к размеру окружности головы я добавляю еще 8 см. Получается с каждой стороны по 4 см. Тюрбан я буду шить в один слой. Для этого я выкраиваю прямоугольник. Длина прямоугольника равна окружности головы плюс 8 см. И высота прямоугольника – это глубина шапки. Я уже вырезала прямоугольник, теперь складываю его лицевой стороной вовнутрь, срезаю угол и срезаю немного еще верхушку. Теперь складываю изнаночной стороной вовнутрь, лицом наверх. Теперь по лицевой стороне я прокладываю строчку, не делая закрепок в начале и в конце. Отступаю от края 4 см. И в самом конце на верхушке тюрбана я делаю небольшое закругление вовнутрь. Теперь вытягиваю нитку с одной стороны и с другой и стягиваю тюрбан. Строчку необходимо стянуть очень плотно, поэтому я по 1 сантиметру по чуть-чуть стягиваю. Я стянула несколько раз, затем еще раз продвигаю ткань. У меня все равно остается место. Строчку необходимо стянуть до минимального ее размера, насколько это возможно. А также стягивать необходимо аккуратно, чтобы не порвать нитку. Если у вас нет швейной машины, то эту строчку можно сделать вручную. И также стянуть тюрбан. Теперь завязываю узелки с одной и с другой стороны. Также эту строчку можно закрепить на швейной машине в начале и в конце. И вот такой тюрбан у меня получился. Нужно разровнять рюш впереди, чтобы он был красивый. Если вы хотите, чтобы рюш был пошире, тогда добавьте с каждой стороны не по 4 сантиметра, а по 5 или по 6, как вам больше нравится. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Будут вопросы, пишите в комментариях. А я с вами прощаюсь. Всем пока!